Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет про BMW, про покупку, обслуживание, ремонт 46-го кузова. 46-й кузов достаточно популярный кузов, и мне лично он больше нравится, чем Е39. Е39, она старше выглядит, чем 46-я. Со следующим поколением, наоборот, мне больше нравится Е60, чем Е90. Но это легкое отступление от темы. В общем, сегодня 25 февраля 2024 года, хотя по погоде не скажешь, минимум март в кадре. Сегодня исполняется 2 года с момента покупки этого автомобиля. Есть подписчики, зрители, которые пишут в соцсетях с вопросами, что я знаю, Ром, что ты фанат Вага, но подскажи все же по BMW. 46-ю брать, не брать, с каким двигателем, что и как, что лучше вообще. Это видео ответ этим людям на данные вопросы. Вкратце по BMW. Если разговор идет про 46-ю, либо про 39-ку, я бы брал 2-литровый дизель М47, либо М57 3-литровый 2.5. Но на 46-ю 2.5 не шли, только 3-литровый, 2-литровый. Но на 39-ке 2.5 можете найти 163 лошадиные силы объема, вернее мощности, 2.5 объем. И если брать бензинки, то, разумеется, 2.5, 3.0, М54. М54 у нас были X5 в 53-й будке, 3-литровый М54 и 2.5 М54, также 46-я в кузове кабриолет. Кабриолет очень красивый, классный, в хорошем состоянии, но самый жесткий недостаток — это, конечно, шумоизоляция. Был обзор на скорости 100-120, я помню, ехал на кабрике, и все равно шум. Сбоку, сверху, все равно это шипение, постоянно это дискомфортно, и на каждый день это вообще не совсем комфортный автомобиль. Смотрится красиво, ничего не говорю. И все же, как по мне, я любитель дизеля, насколько вы знаете, поэтому лучше все-таки дизель. И владелец этого автомобиля тоже фанат дизеля, поэтому здесь 2-литровый дизельный двигатель М47. Многие кричат, что М47 покупать не надо, что лучше М57, он надежнее. Ребят, чем он надежнее? Я не БМВшник, все, кто в теме, можете поправлять, но это тот же самый двигатель, просто на 2 котла отсечены. Здесь 4, а там 6. Насчет форсов, я на 39-ке на обзоре рассказывал, то, что тоже была знакомая машина, 3-литровый дизель М57. Это был 20-й год, начало 20-го года. Все 6 форсов поменяли, это стало, по-моему, $400 или в 500, я уже сам не помню, рассказывал на том видео. Поэтому шкивы у них всех болтаются, нужно менять. Это их проблема, об этом сейчас подробнее поговорим. Поэтому нету такой принципиальной разницы 2-литровый либо 3-литровый. Преимущество, это, конечно же, в цене, потому что если брать 46-ю, они стоят 5, 6, 6500 с 2-литровыми дизелями, в зависимости от состояния. 39-ки чуть дороже. То с 3-литровым сразу уже к десятке все приближается. 8900, 9500, даже если машина вся в жуках и сквозные дыры. Но 3-литровая, это же 3-литровая, все уже сразу ценник в 1,5 раза, а то и в 2 раза дороже сразу на автомобиль. Но самая популярная проблема — это шкивы. Родные шкивы ходили 250 тысяч километров, но здесь нет по заводу обгонной муфты. Странно, потому что на Б4, на ТДИшках начали ставить еще в 95-6 году обгонные муфты, а здесь 2002 год на BMW и нет обгонной муфты. Как-то БМВшники это упустили, этот момент. Но тем не менее, автомобиль покупался 2 года назад с контрактным двигателем. На нем было 160, примерно 165 тысяч километров родного пробега. Родной шкив, обгонной муфты нету. Все было как по заводу положено, как доктор прописал. И недавно вот эта проблема и вылезла. Но уже машина за 2 года и наездила приличный километраж. Плюс, конечно же, 2002 год. В силу возраста, и резина все равно не молодеет, как и все мы, и любой материал с возрастом не молодеет, потому что дубеет резина и все остальное. Короче, шкив приказал долго жить, и пришлось его менять. Родные шкивы ходят 250 тысяч километров, но и пробеги уже давно больше. Поэтому 90% случаев эти проблемы не происходят, потому что уже давным-давно обгонные муфты все ставят. Здесь это произошло, потому что заводской еще двигатель, контрактный, с малым пробегом, и прогресс еще до него не дошел. Это первый круг насчет этого.
Поэтому здесь уже стоит картековский шкив и обгонная муфта Инна. От Opel, кстати, обгонная муфта подходит. Поэтому уже и с этим автомобилем такой тюнинг произошел, вынужденный, потому что реально аналоги столько не выхаживают. Насчет китайских шкивов, китайцев вообще ставить нельзя, особенно без обгонной муфты. Китай можно еще там, не знаю, амортизатор какой установить, колодки, и то колодки, тормоза, это безопасность. Но такие вещи нужно же ставить крепкие аналоги, так скажем, либо что-нибудь близкое к оригиналу. Но без обгонной муфты все это крякнется все равно за год-полтора максимум, это все съедет. Поэтому обгонную муфту нужно ставить уже обязательно. Здесь она уже стоит. Но китайцы без обгонной муфты живут 10, в отдельных случаях 15 тысяч километров. Все. Ну и сколько стоило это все мероприятие? Шкив, муфта, ремень плюс работа. Ну, работа я не знаю, сколько у вас будет стоить. Если вы делаете сами, то вообще бесплатно, только время потеряете. Хотя время тоже деньги. В общем, порядка $300. 300-320, в этом диапазоне все это вышло. Картека, Инна, ремень плюс работа. По проблемам, что здесь еще менялось за этих 2 года? Год назад менялся стартер, помпа и расходомер. Расходомер, потому что уже тоже родной сдох, потому что менялось все. То есть двигатель контрактный в сборе, а расходомер остался старый. И старому уже тоже пришел конец. Но расходомер на дизеле, это не сказать, что расходник, но это та вещь, которая также часто выходит из строя. Хотя не скажу, что я на Ваге часто с этим сталкивался. Да, на старых автомобилях по типу B5 Passat тоже встречается чаще, и пришло время на более современных A4, B6, B7, Audi на 6-х Passat, ну, тоже в зависимости от пробега. В общем, пришло время, все это ушло. Примерно $250-260 это все стоило удовольствие, но это было год назад, ребят. Ну и насчет проблемы кузова. Классические места гниют у этих автомобилей, как в принципе у всех. При покупке здесь переварены пороги. По заводу 0,8, по факту здесь уже 1,2 пороги, они оцинкованы. Обработано днище полностью у нее. По косметике здесь есть жуки на задних арках, внизу кромки крышки багажника, ну классика, арки, низы дверей, там жучки вылезают местами. За переваренные пороги, обработанное днище, за все про все это ушло $500. Теперь, если устранять косметику всю, то примерный ценник это $100 элемент, то есть покраска элемента. Материалы, работа это $100 элемент. Без учета сварки, если вам нужно что-то варить, ну, если варивать задние арки, это другой ценник, опять же, плюс на болгарочно-сварочные работы. Если менять крыло, то, конечно же, стоимость крыла отдельная и $100 его покраска. Подготовка, грунты, все, и покраска крыла $100. Считаем, соответственно, получается у нас 10 элементов, то есть 2 передних крыла, капот, 4 двери, 2 задние арки, крышка багажника, 10 элементов, умножаем на 100, получаем $1000 за покраску автомобиля. Ну, плюс полировка еще потом. Насчет кузовных работ. Больше всего внимания уделено им с проектом Audi A4 B7. У меня есть на канале Audi. Там эта тема более раскрыта. Все нюансы, подробности, цены. Кому это интересно, ссылку я оставлю. Можете посмотреть. Там все подробно. Что было, как делали, сколько стоило, материалы и так далее. И проект не сказать, что прям уже устаревший, потому что это делалось меньше года назад. То есть цены еще более-менее актуальны. Еще одна больная тема по кузову – это передние стаканы. То, что они друг к другу шли, смыкались, трещины, там все прочие ужасы и страх людей. Это все осталось до рестайлинга. В рестайлинговой машине этого не наблюдается. Распорки ставить не надо. Стаканы здесь не варились, нет никаких трещин, никаких проблем. Это рестайлинговая машина 2002 года. Поэтому из 30D, вообще с любой машиной, не обязательно BMW, лучше всего искать всегда рестайлинговый автомобиль, потому что там все доработано, то, что было у рестайлинга. Конечно, бывают какие-то проблемы новые, потому что новые двигатели устанавливаются, либо что-то еще подобное, но, как правило, всегда в ресте дорабатываются эти проблемы и болячки. Поэтому лучше 2002-2003 годов искать 46-й кузов, если вы будете себе его рассматривать в покупке. Поэтому подсчитаем расходы на этот автомобиль. 250 стартер, расходомер, помпа,
плюс 320 долларов, то, что сейчас потрачено, 320 примерно на шкив, обгонную муфту, ремень, работу, плюс 500 долларов на переваренные пороги, обработанное днище. Получаем 500, 320 и 250, 1070 долларов примерно, 1100 округлим. Это то, что затрачено на автомобиль. Автомобиль покупался за 5350, уже с контрактным двигателем, беспроблемным, с более мелким пробегом, потому что сейчас я смотрел, стоит за 6400 такая же BMW, только с пробегом 440 тысяч, 116 лошадиных сил, а здесь 150 мощности, поэтому не такая она будет заводная. Но по кузову она сфоткана с 50 шагов, поэтому якобы красивая. Но опять же 6600, 5350 плюс 1100. Получается, этот автомобиль все равно выгоднее покупки, потому что меньше пробег, все проблемы устранены, и в целом ресурсность, остаточный ресурс здесь выше. Это ответ тем людям, которые смеялись с моей Audi и с меня лично, потому что что ты себе купил, что продается и так далее. И хочу здесь также ответить таким людям. Первое, то что Passat я покупал себе тоже сам, и вы можете посмотреть видео, в каком он состоянии. Второе, Mitsubishi, про него тоже выйдет видео, я тоже расскажу и покажу. И Audi обошлась столько денег, сколько они сейчас стоят. Только они сейчас стоят за такую же сумму, с жуками на дверях, на крыльях. То есть 3-4 элемента надо перекрасить. А мы перекрасили всю машину, устранили все недостатки по кузову. Обработали стаканы днища, и она стоит столько же, сколько поюзанные по кузову сейчас они стоят. Поэтому я ничего не потерял, а только выиграл. Ну, это ответ тем людям. Опять же, с этим автомобилем то же самое выходит. 6450 она стоит, но по состоянию она уже лучше большинства таких 46-х на рынке. Поэтому решать, конечно, вам. От себя, если покупать такой автомобиль, то это получается по-любому под восстановление. Ездить, ничего не делать не получится, придется тратиться. Соответственно, лучше искать с ровным целым кузовом, не сгнившим насквозь, но не с рынка, и восстанавливать самому кузов, обрабатывать, переваривать пороги, все эти вещи делать. Потому что якобы идеал тоже продается порядком за 7-8 тысяч долларов, и рыжня на порогах уже домкрат страшно подставить, потому что домкрат может уйти вглубь автомобиля. Поэтому выбрасывать деньги за мнимое идеальное состояние я не считаю разумным. Отдельное преимущество этой машины — это внешний вид. А внешний вид делают диски. 17 205 на 55 R17 резина, и диски не утопленные и не выпирают. Но тем не менее, все равно вся грязь сюда летит. Надо чаще мыть машину. Но за внешний вид красивый, за это преимущество всегда придется чем-то платить. Но эти диски сильно комфорт не портят. 17-е диски не прям на порядок жестче 16-х, хотя тройка не самая комфортная машина, мягче уже комфортная то пятерка, а тройка больше с точки зрения управляемости, остроты руля хороша, чем пятерка 39. Но не сильно жесткая, поэтому и ходовая сама в принципе выносливая и не сыпется так, как многие боятся многорычажек. Вот здесь сзади многорычажка, спереди также рычаги. Почему многие люди все ищут машины с Макферсонами балкой? Здесь не сильно она сыпучая. При покупке это можно на любом на подъемнике поднять, проверить и сторговаться на эти все сайлентблоки, стойки стабилизатор, все эти моменты, сторговаться за работу и поменять на этом же СТО. И ходовая ходит достаточно долго. На своих автомобилях уже конкретно на B6 наездил полтинник, даже чуть больше, поменял пару сайлентблоков сзади. Поэтому многорычажки, они не такие ломучие, как многие рисуют. Даже на неоригинальных сайлентблоках. Но нюанс этого автомобиля, конечно, классная управляемость, острый руль, это все не отнять. Заднеприводный автомобиль, весело зимой. Ну и владелец постоянно в повороты боком заезжает. Но относительно такой расходник здесь, это рулевая тяга, которая расположена перед рычагом. То есть по зубам сперва получает рулевая тяга, а потом уже отрабатывают сайлентблоки, амортизатор, ну вся ходовая. Поэтому в сравнении с любым другим автомобилем это... Ну, больше, скажем, не расходник, но более расходный материал, который чаще выходит из строя. Потому что на многих автомобилях люди даже не знают, что такое рулевая тяга, потому что никогда не сталкиваются с этой проблемой. Здесь это, конечно, вас может настигнуть. Насчет салона все по классике. То же самое, что у BMW тех лет. Все повернуто к водителю, как обычно.
Маффин еще оригинальный CD-шный, BMW-шный, управление климат-контролем. Я привык больше к вагу, но здесь не так сложно, все можно разобраться. Я сам на этом автомобиле ездил не раз, поэтому для меня это даже полуваг, потому что ее жизнь на моих глазах и происходит. Насчет ходовых качеств я рассказывал в коротких видео на YouTube, также в телеге. Кстати, подписывайтесь на мою телегу, там вся эксклюзивная информация и новости первее в телеге выкладываются, чем в YouTube и в других соцсетях. Поэтому подписывайтесь в телегу, ссылку я оставлю. Я говорил в этих коротких видео, в телеге упоминал то, что по ходовым качествам от моей Audi минимум отличий. Первое, это то, что, конечно, отличие заднеприводный автомобиль. На Audi при более резком ускорении, там, когда на кикдаун уходишь на педаль вниз, ну, чувствуется, что тебя несет морда. Морда больше задирается и пошла. Тебя как будто за шкирку взяли и потянули к себе. Здесь же, ну, тяга снизу чувствуется, что заднеприводный автомобиль. Хотя, как я тоже упомянул в коротком видео, 90% людей это вообще не поймут и не обнаружат. При повседневной езде по городу, даже по трассе, плавные ускорения, не резкий стиль езды, хотя она провоцирует на резкую езду. Не сказал бы, что очень сильно, чем ВАГ. ВАГ тоже прет по 2-литровым дизелям, если их оценивать. Они одинаково агрессивны, но заднеприводный автомобиль, да, веселье добавляет. Поэтому по ходовым качествам только такая разница. По ускорению едут примерно одинаково. Как Audi, так и она. В этом отличий нету. Единственное, что максималка. 3000 оборотов здесь 150, у Audi 160. Здесь коробка покороче, 5-ступенчатая, у Audi 6-ступенчатая. Соответственно, здесь разгон быстрее у нее происходит. Разгон, по-моему, 9,1, что-то около этого. У Audi 9,8, 9,9 секунды. Но максималка выше у Audi получается. Поэтому, ну, большинство еще выше, потому что там 160, это 2900 оборотов на цебабовском коммунарелском моторе. Комфортный, мягкий, просторный, хороший салон, потому что в Audi тоже ни одного скрипа я не услышал, и здесь нету ни одного скрипа. Все мягко, красиво и хорошо. Потому что тот же Range Rover, тот же Discovery, который я снимал, один скрип я у них поймал у каждого. Даже у Range, по-моему, 2-3 где-то скрипел. Когда вот уже на грунтовку пару ям поймаешь, уже скрипануло в пару местах. Здесь этого нету. В Audi тоже этого нету, поэтому все равно, ну, блин, это приятно, когда ни хрена не скрипит, когда машине 20 тысяч долларов и более она стоит, и еще и салон у нее скрипит, ну, это вообще удар ниже пояса. Насчет управляемости, жесткости подвески, ну и в целом мягкости автомобиля, здесь не совсем корректно судить, потому что у Audi 16 диски, здесь 17, здесь больше ощущается колея, у Audi помягче, ну и больше на майорности, здесь острее ощущения, чем на Audi. Ну, это если в двух словах. Я думаю, мы снимем еще сравнительный обзор с Audi, поставим два автомобиля рядом, покатаемся на том. Владелец BMW также расскажет, может, свои ощущения, впечатления по Audi. Я больше так по BMW сразу сравним, два автомобиля поставим рядом. Я надеюсь, будет интересно, особенно даже лично мне. Ну вот, $1100 примерно обошлась за 2 года, можно сказать, восстановление этого автомобиля, доводки до ума, вернее, а не восстановление. И что-то примерно вас ждет. Ну, это, конечно, без учета масла, фильтров, ну, регулярно ВТО, как и положено. Постановки тоже машин на учет, страховки и таких вещей, которые вас ждет с любым автомобилем. Но в любом случае такой автомобиль вам, если только у фаната, и то за круглую сумму вы возьмете, чтобы ездить, ничего не делать. По-любому придется вкладывать, ремонтировать и что-то делать. Поэтому от этого не уйти с ними, когда им 20 и более лет. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, пишите в комментах свой опыт эксплуатации. Может, кому-то поможем, подскажем, какие аналоги и так далее. Насчет тех же шкивов, других запчастей, других проблем с такими автомобилями. Спасибо большое за внимание. Счастливо!